Шо ты, голова? Что я вам могу сказать об этой картинке? Она классная, она офигенная. На ней миллион миллиардов деталек, миллион миллиардов секстиллионов цветов. Был ли у меня план на эту картинку? Как вы думаете? Просто посмотрите в глаза, в безглазые глаза этой картинки и подумайте, был ли у меня план? Просто посмотрите на это хаотичное царство деталей и безумия и подумайте, был ли у меня план? А вот, черт возьми, и не угадали. План-то у меня был. Ну как план? Значит, шел я по лестнице в нашей панельке по ступенечкам, и пришел мне образ в голову перекрещивающихся шрамов или порезов. А в центре этих перекрещивающихся шрамов или порезов воткнуты драгоценные камни. Не совсем понятно, откуда у меня этот образ возник, но, возможно, я недавно какую-то картинку со шрамами в телефоне увидел. То ли трещины на одной из дверей мне показались порезами, то ли, знаете, такие есть старые такие двери, обитые таким материалом, кожзамом, и там так перекрещиваются тоже такие черви из кожзама, и в центре такая пупырка тоже из кожзама. Вот. Это как будто бы все, как будто бы дверь сделана из кожи человеческой, что-то такое. Ну, точно сказать невозможно. И, по-моему, эти шрамы и камни должны были быть на лбу. Но в итоге они оказались там, где оказались, они оказались на подбородке. А вы знали, что подбородок – это под бородой, а у женщин нет бородой, поэтому это все сексизм, и по мужикам смотрят. Вот так вот, вот так вот. Еще, наверное, не слишком супер-пупер читается, что это, собственно, шрамы. Потом я когда-нибудь еще нарисую чисто под эту идею картинку, без основной толщи того, что здесь в первую очередь бросается дыма и прочего. Потому что тут я поддался рандому, и вышло, что вышло. Потому что тут, что забавно, эти драгоценности в шрамах я рендерил в самую последнюю очередь, когда уже вся картинка основная была примерно закончена. Как будто бы, знаете, для галочки доделал, раз уж с них все началось, но не стал так уж сильно запариваться, чтобы они прям вышли вот прямо как мне привиделись. Ну, к тому же это было довольно давно, а прям последний раунд рендеринга, он был вот прям на днях, когда решил это видео записывать, а самому рисунку там где-то год, может быть. Что мы тут видим? Поршни, кристаллические наросты, кровь и дым. Нос похож на морковку с прицелом, чтобы ты знал, куда направлять свою морковь. Что мы здесь еще можем, значит, увидеть? Не слишком хороший прикус. Прикус не очень хороший. Трубки на шее, чтобы дышать вот этими вот серыми граффити в воздухе. Это, кстати, такие типа как, знаешь, те молекулы, когда это человек-молекула. Как когда в Человеке-муравье там приближалось, он в мини-мир уходил, и вот это вот такая же штука. И сейчас я изменяю канон. Изначально у меня был этот рисунок вообще назван «Сонный немытый негр». Так назвал я эту картинку, когда выложил первый скетч в ТГ. Никакого особого смысла в этом названии не было, просто бред ради бреда. И вообще я себя сам осуждаю, негры моются и не воруют, и вообще лапочки. Это правда. Вот. Теперь я думаю, что это некоторый микроорганизм под лупой. Вот так вот он выглядит. Некоторый такой, да, микроорганизм или, возможно, какой-то вирус. Это какой-то вирус. Это какой-то вирус. Вот, это вирус. Еще у него тут есть борода. Это я, наверное, просто хотел добавить чего-то такого, ну, чтобы он хоть как-то был близок к
чему-то человеческому, а у меня же изначально была идея про шрамы эти, они как бы на лбу все-таки человека. Но план, как я уже говорил, пошел по одному месту, и да, это, скажем так, максимально далеко от человека. Кроме того, что здесь, ну, как всегда, есть какой-то образ носа, какой-то образ губ, зубов, глазиков, вот это вот в разверстой розовой, фиолетово-розовой вот это вот роги. Это какие-то, да, такие вот разный набор всяких разных глазок. Есть вот один выкраденный глаз слева. Такая щель. Что еще такого человеческого? Ну, в общем-то, все. А так это, да, это вирус. В нем вот поршни работают, они вырабатывают некий токсин. И эта штуковинка залетает в вас и начинает вас... И вы покрываетесь скитлстрянкой только в виде вот этих вот джемов, в смысле драгоценных камней, которые у вас с тела все покрывается такими шрамиками, гноящимися, откуда сукровица, так не гноящимися, кровящимися, сукровица, гной тоже, да. И потом оттуда прорастают драгоценные камни, и вас люди растаскивают на драгоценные камни. Чем больше они выдергивают из вас драгоценных камней, тем у вас вырастает, тем меньше вас остается, потому что вырастают все новые и новые, новые камни драгоценные. Вот так вот работает этот вирус. Видите? Посидели и придумали какое-то что-то такое вот, возможно, интересное. А напоследок я скажу... Также я здесь, конечно же, использовал, как уже заведено год, наверное, слой, который красит все в черно-белый, ну, чтобы смотреть как-то по тону. Ну, более-менее в целом как-то вышло. А теперь я зачитаю вам стишки, которые были у меня почему-то к посту, к этому рисунку в ТГ. Я всегда, мне надо что-то написать, поэтому сначала я просто написал вот это вот «Сонный немытый негр осуждаю», а потом какие-то рандомные стихи, они были недописаны, иногда там одна строчка была. Вот сейчас я зачитаю полную версию. Стих номер 1. «Полипы в носу, я сосу, я сосу, я сосу, сосу, осу, сосу, осу, осу, осу. Яд набираю в щеки, животик болит». Животик. Стих номер 2. «Детки на грядке, комбайн играет с ними в прятки». Стих номер 3. «Жук летит на свет огня, ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Я ловлю этого жука, мы теперь с ним семья». Стих номер 4. «Мрак в сиге, кровь в пиве, рука в жопе. В голове заботы, на полу моря блевоты. Я плыву через то море, через волны тошноты. Я пристану к берегу, лучше пахнущему. На том берегу найду ветки и костер разожгу. Из лиан и бамбука замок себе возведу. Красные леопарды и классные мартышки будут плясать, я их своими конечностями буду угощать. Они обгладают мое мясо с костей и убедятся, что на костях не будет червей». Стих номер 5, наверное. «Обними меня, закатай меня в асфальт объятий, отымей меня, замести во мне грусть лаской, создай меня из облезлой краски и ржавчины». Стих номер 6. «Нет ничего у меня под подушкой, только сны о порнушке. Иди нахуй, вор, тут тебе нечего красть, только пот и проприетарный исход». И стих номер 7. «Головач, приходи к нам ночевать, руки в крови зверей измажем, и преступников, связанных в подвале, накажем. Прими наши тела в свой огромный рот и перевари нас, мы станем новыми людьми, ты станешь немного сытее».
Я не знаю, есть ли такое слово «сытее», но он даже не подчеркнул, поэтому сыще. В любом случае, подписывайтесь на мой канал, будет много спидпейнтов, я надеюсь, в смысле, да, их будет много, да, я постараюсь ускориться и не запариваться с какими-то сложным, для меня монтажом, вот. И не пытаться уинтереснивать их, потому что все равно мои уинтереснивалки интересны только в основном мне. Ну и главное, что надо просто много контента, часто. А я посмотрел, я за год всего 10, 7 или 8 уже почти месяцев прошло, я всего 10 видео выпустил. Да, поэтому надо заводик раскачивать. Всем удачи, пишите, что думаете о рисунке, о стихотворениях, возможно, о всем чем угодно. Пишите, думайте. Я очень рад почитать, что кто пишет, думает. Целую.